Здравствуйте, в эфире программа «Трибуна», в студии Владимир Нестеров. И сегодня у нас особый гость. Это Алексей Кондратьев, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в Верхней Палате Российского парламента. Алексей Владимирович представляет Тамбовскую область. Алексей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Совсем недавно Совет Федерации принял поправки к закону о военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами. Вот расскажите об этом поподробнее, как эти поправки влияют на наш экспорт вооружений, как известно, одна из безусловных статей дохода России. Я не буду долго утомлять техническими деталями. Нужно понимать, что закон за 10 лет претерпел определенные изменения в условиях производства продукции военного назначения и ее реализации. И, соответственно, самое главное, что предприятия, выпускающие продукцию военного назначения, поменяли свой статус, формы собственности. Какие-то предприятия перешли в сектор госкорпораций, которые достаточно жестко регламентировано определенными параметрами и в законодательной сфере, и в технической сфере. Какие-то предприятия достаточно небольшие по своему объему производства, участвующие в гособоронзаказе, либо в форме предприятий, выпускающих непосредственно продукцию военного назначения, либо участвующие в выпуске определенных запасных частей, материалов, исходных продуктов, материалов для производства продукции военного назначения, как дочерние предприятия, получили определенный виток или этап в развитии в связи с увеличением объемов гособоронзаказа. И, соответственно, сегодняшняя ситуация, сегодняшняя обстановка трактует таким образом ситуацию, что необходимо в самые кратчайшие сроки от гособоронзаказа на производство конкретных видов вооружений или технических средств до этапов реализации этой самой произведенной продукции сократить сам период от, грубо говоря, разработки оперативно-тактического задания или технического задания на тот или иной материал до конкретного получения уже финансовых средств за ее реализацию. Чтобы сократить вот этот процесс с учетом форм собственности, были внесены поправки, соответственно, в законодательство. И вот эти поправки сегодня дают возможность предприятиям, участвующим в гособоронзаказе, самостоятельно реализовывать произведенную продукцию на основе заключенных контрактов с заинтересованными сторонами. И особенностью этих поправок является то, что те предприятия, которые уже участвовали в гособоронзаказе и реализовывали за границу продукцию военного назначения, обязаны выполнить свои контрактные обязательства. Опять же, я говорю, что в данном процессе могут участвовать предприятия только тех, где доля государственного участия составляет 51 и более процентов акций. Да? То есть где государство имеет контрольный пакет. Однозначно. Мы должны понимать, что за коммерческой деятельностью предприятий по реализации продукции военного назначения государство обязано сохранить контроль. По понятным причинам, я не буду долго утомлять, и это на сегодняшний день главные условия. Поэтому вот этот закон сегодня продолжает свое действие, а поправки в закон уже оптимизируют издержки, прежде всего, временного процессуального характера и расширяют возможности компаний в разы быстрее оформлять заказы, в том числе и от наших иностранных партнеров для реализации своих возможностей. То есть, иными словами, вы даете возможность компаниям быстрее реализовывать свою продукцию. Естественно, и наращивать объемы. Наращивать объемы, да, выходить, может быть, на какие-то большие... Конечно.
Ну, разные рынки, так скажем. Я просто проиллюстрирую, я не буду называть по понятным причинам название предприятия, все-таки это связано с определенной долей Рекламой, гостайной. да. Ну не только рекламы, все-таки продукция оборонного характера наносит определенные, в общем-то, и ограничения в номенклатуре товара и, естественно, в знании, где это производится, ну, по понятным причинам. Люди, участвующие в таких, в общем-то, мероприятиях, как поиск партнеров по вот такому бизнесу, если условно говорить, да, за рубежом, заранее отслеживают, когда будут какие-то контракты на поставку там, танков, ракет, стрелкового вооружения и так далее, и так далее. Понимают, что зарубежные партнеры будут выходить с просьбами на производство не только к нам, но и к нашим, так скажем, вероятным друзьям и в Соединенных Штатах, и в других крупных государствах, производящих вооружение. И, естественно, заранее ищут эти заказы, под эти заказы заранее готовят производственную базу, да, то есть цеха, закупают оборудование, создают запасы материалов, готовят квалифицированных рабочих. И когда происходят торги и заключаются договора на то, чтобы производить именно наше вооружение, эти предприятия находятся в выгодном свете именно из-за того, что они уже готовы производить в кратчайшие сроки для удовлетворения потребностей государства-заказчиков те необходимые виды вооружения. Вот такова, ну, если говорить усредненно, да, вот так условно, специфика этого бизнеса. И поэтому, когда предприятиям предоставлено право подстраиваться самостоятельно под условия вот этого рынка, значит, мы даем возможность развиваться этим предприятиям. Ведь не забывайте, на этих предприятиях работают люди. Естественно, они получают с этого зарплату, кормят семьи и так далее, и так далее. И самое главное, дают доход с продажи этого вооружения в наше государство. А этот доход идет в том числе и на социальное развитие нашего общества. Поэтому это очень важно на сегодняшний день.